Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Знаете, мне сегодня хочется прям максимально скилловую игру. Я тут вижу, есть дизраптор, есть минер. Есть идея. Хотя на самом деле здесь и убийцы мне идут, и есть и жезлкиры здесь. Короче, первая идея. Это сыграть на гоблинах плюс мехах. Вторая идея. Это сыграть на шаманах. Ну, это самый скилловый билд, если играешь на шаманах, потому что там полный рандом максимальный. Короче, это вторая идея. Ну, а третья идея, ну, хочется вот чего-то, знаете, драйвового, такого потного, прям по максимуму, чтобы, знаете, вот прям по справедливости игра была по максимуму. Вот хочется что-то такого, вот прям, не знаю, как это передать словами. Короче, хочется что-то необычного, что-то прикольного собрать. Поэтому давайте попробуем, посмотрим, попробуем. Ну, как обычно это бывает, то бог рандома решит за меня, на чем я буду играть сегодня. И вообще, буду я ли играть сегодня, или я вылечу в топ-8. Так, ну, я думаю, минус броню возьму. Раз у меня убийцы 3 штуки пришли, там есть убийца Горн, я его еще куплю. Вот, буду стартовать через убийц. Итак, ребятки, анонсирую. Заявляю, кричу об этом. 4 декабря у меня день рождения. Поэтому давайте до 4 декабря накидаем как можно больше лайков. Вот прям кучу лайков накидаем. Вот давайте, насколько вы меня уважаете, столько сейчас и лайков накидайте. Жалко, что один человек не может накидать миллиард лайков. Кстати, если что, я сейчас сделал, ну, ошибку. Но будем откровенно честными. На жрецах очень мало людей играет. Очень мало людей. Поэтому я медальон как бы скипнул. Но на самом деле я буду надеяться, что здесь жрецов не соберут. Но если соберут, ну что ж, помянем. Так вот, максимальное количество лайков, максимальное количество комментариев со всякими разными вопросами, то, что вас интересует и все такое. И кто не подписан на меня, давайте подпишемся. Потому что скоро так же самое будет уже 2 года каналу. На секундочку. Целых 2 года, прикиньте. Скоро будет целых 2 года каналу. Ну тут не я только один такой скилловый. Там он чел нефритового генерала достал. Ну, кстати, если хорошо пойдет, тут есть реликвия яиц, есть и гнездо Мамора. Так вот, короче, скоро будет 2 года каналу. И знаете, мне бы в этом году хотелось бы достичь 3000 подписчиков. Я знаю, что аудитория у авточес маленькая, но хотя бы максимум попробовать выжить. То есть, ну, вот сколько успеем, столько успеем до конца года. Потому что, ну, осталось немного. Ну, а для этого, соответственно, давайте лайки, комменты, все такое накидывайте как можно больше. Договорились? Договорились. Все. Я верю в вашу поддержку. Верю, что вы меня максимально уважаете. Тут, к сожалению, пивная пана проиграла дуэль. Кстати, в своем телеграм-канале я выложил анонс глобального обновления. Там на самом деле такое шокирующее глобальное обновление. Много чего интересного ввели. Много чего необычного. В общем, будет над чем помозговать. Я, кстати, сейчас хочу попробовать шамана лавы поставить. А вдруг мне упадет дизраптор, а? С шамана лавы. Так как у меня панда стоит, вдруг мне упадет все-таки дизраптор. Это будет круто, на самом деле. Я буду угорать. И на 10-м раунде мне упадет Мамора. И я к 20-му раунду этого дизрапторов 3 звезды соберу. А? Там ребята между собой переписываются. Но сразу говорю, если они там что-то такое обидное пишут, то я здесь ни при чем. Осуждаю заранее по максимуму. Так, на самом деле у меня тут рубрика все по 2. Можно реально будет через панду попробовать поиграть, но только если она будет хорошо идти. Еще на 10-м раунде. Ребята, у меня есть несколько интересных моментов. Во-первых, шаман лавы гуляй. Жалко, у меня нету сейчас клевера. В общем, раз мне так Эмбер идет, причем за несколько раундов он ко мне еще раз пришел, то сегодня мы будем играть через Эмбера. Вот, наверное, только я зря это сказал, потому что когда я это сказал, скорее всего, бог рандома сейчас скажет: Санечка, вот тебе 2 Эмбера было за всю игру, все, держи, скрепчай. Так сказать, готовь вазелин. Может, кстати, в экономику хорошую выйти, распродать половину своего стола?
И выставить просто 2 панды потом. Чисто панд поставить и отдаться богу рандому вот просто на растерзание. А? Гениальный план, надежный, словно швейцарские часы. Погнали, это будем реализовывать в скором времени. Сейчас 4-й апну, поставлю 2 панды, тех и тех. Ну а вдруг рабочая схема? Вот серьезно. Как раз и проверим. Но на самом деле здесь проявление уже скилла происходит, потому что, как вы видите, что у меня, что у моего противника там одного нефритовый генерал, у меня тут 2 эмбера. Ну, это жестко. А, у него уже 2 нефритовых генерала, кстати, на секундочку. Но это проявление скиллухи. Ребята, отвечаю, это проявление скиллухи. Если кто-то с этим не согласен, ну, попейте водички, наберите, точнее так, наберите в рот воды и сидите молча. Проявление скилла. И ни грамма мошенничества, запомните. На самом деле, я, наверное, посижу до 10-го раунда. А вдруг мне упадет Джезл Кира? Если мне в действительности так Эмбер будет дальше идти, то я попробую собрать себе 3 убийц в 3 звезды довольно-таки рано с помощью Джезла Кира. А? Какая гениальная идея у меня возникла. Да я ювелир. Кстати, есть еще и аптечка священника. Можно, в принципе, жреца взять. А ну-ка, чел сам соберет нефритового генерала в 2 звезды? Придет, не придет ему? Не пришел. Хорошо. Интересно, кто из нас быстрее соберет в 2 звезды? Он нефритового генерала или я Эмбера соберу? Кто вдруг не знает, что это за персонаж из Доты, то это Земеля. Земная панда такая, которая летает по всей карте, как не знаю, как это назвать. Как это прозвать. А когда мне усиление придет? Я хочу там Тинкера в 2 звезды. Агра в 2 звезды. Не откажусь. Кстати, вот ко мне этот чел пришел с пандой. Знаете, в чем хорошо? У меня есть жетон отступника, который отлично... Жить! Ой, хорошо! Вы видели эту красоту? Боже, как это было красиво только что от моего Эмбера. Он просто взял, как Нео, перепрыгнул в другую сторону, тупо уклонился. И мне еще хотел сказать, пивная панда пришла. Тьфу-тьфу-тьфу! Чтоб мне такой на язык больше не поворачивалось. Мне Эмбер пришел. То есть я быстрее него собрал Эмбера. Короче, ребята. Я не хочу пока что, если что, поднимать Эмбера в 2 звезды, потому что там есть гнездо Маморы. Вот серьезно, не хочу. Я даже деньги сейчас не хочу тратить. Ладно, я Тинкера продам, короче, возьму Гоблина-убийцу, возьму на всякий случай Трентуху. Падает Джезл Кира, я буду по максимуму рубить бабки. По максимуму усиляться. Усиливаться, точнее, усиляться такого слова нет. Ну, есть, но не в этом контексте. Короче, вы поняли. Так вот, я говорю по поводу жетона отступника. Он же дает мне 50% больше урона по той же расе, либо классу. Так вот, я по пандам на 50% буду больше урона наносить. Блин, ну я хочу, чтобы мне, конечно, классный контент пошел. Так, вот это мы убираем. Вот это мы берем. Ну, пивную панду, в принципе, можно апнуть, я думаю. 100% можно апнуть. Я думаю, с этого ничего как бы не поменяется. Клевер мы, естественно, берем. Вот даже без клевера. Я вообще, ну, взял бы и 1 000 000 клеверов бы поставил. Кстати, опасно. Трентуху еще продам, короче. Короче, без трентухи обойдемся. Хотя, на самом деле, блин, зря я продал Трентуху. Мне ж Фурион не придет никогда в жизни, если сейчас Жезл Кира пойдет. Ребят, держим за меня сейчас кулачки, что ко мне придет Жезл Кира. Держим все вместе кулачки. Все вместе держим кулачки. Ты и я тоже держим кулачки. Вот, я держу. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, погнали рубить контент. Так, энча есть, хорошо. Еще одна энча есть, хорошо. Дурак я, что я Трента продал. Ой, дурак, что я Трента продал.
Да ну етить, колотить. Ну не могу. Ладно, Эмбра, короче, апаем. Это продаем. Они бесполезные. Агро ставим. Это мы делаем. Блин. Как же это жестко. Ну дурак, я сам дурак. Надо было Трента не продавать. Прикиньте, я бы уже сколько денег получил. Кто вдруг не знает, почему я сейчас агрюсь, так это смотрите. Я бы поставил бы сейчас любого другого друида, кроме Инчи. Подымал бы за 2 монетки, а продавал бы Инчу за 3 монетки. То есть бы я по одной монетке тупо получил. Я даже меч забыл короля Артура закинуть. Тупо забыл. Ладно, агро возьму, поставлю. О, сюда. Все. Ферма по фарму Инчи готова. Ну не лагай. Так, усиление гоблина-убийцы сюда. Сразу ставим его сюда. Пивная панда, это круто, но не надо. Это сюда. Это сюда. Отлично. Еще одна инча. Вообще прекрасно. Блин, как же мало времени. Как же мало времени деньги рубить. Ой-ой-ой. Ух, хорошо. Блин, ну там только этот пришел. Теп-теп-теп. Блин, ну не хочется Сларка продавать. Вообще не хочется. Надо, может быть, скоро усиление придет. Держимся, ребят. Нормально так урона прилетает, кстати, по пандам. Вообще там такие куски отрывают. Я, короче, продам Сларка. Ладно, инча. Инча это деньги. Деньги. Я куплю их. 100% эти инчи. А еще будет круто, если я сейчас очень рано себе апну стол. 3 звезды. Чтобы у меня просто вот этого вот не было на столе. Так, Сларк есть. Так, а где моя инча? Скоро агро соберу. Было бы круто. Так, бабки. Так, отлично. Убийца Горн у меня в 3 звезды. Шикарно. Первое усиление на месте. Так, гоблина-убийцу поменял. Инчу. Вот так вот, короче, будем делать. Так, 3 монетки у тебя есть. Хорошо. Все. Сейчас уже в скором времени агро апну. Останется только апнуть Сларка. Так, 3 монетки я получил в гоблина-убийцы. Кто вдруг не знает, кто находится в танке, то за каждого нового гоблина-убийцы, которого вы апнете, либо купите, вы можете получить монетку, либо 3 монетки, либо 5 монеток. То есть это фармежка ваших денег. Это ваши деньги, ребята. Кто вдруг не знает. Но я 1000 раз об этом говорю в своих роликах, поэтому 100% вы знаете меня, кто давно смотрит. Боже, сколько я денег... А, какой убийца Ворона? Он мне не нужен. А прикиньте по рофлу собрать еще одного убийцу Горна. А? Так, эти 2 гоблина у меня заюзаны. Сейчас вот 3-го гоблина я заюзаю, получу 3 монетки. Апну его в 3 звезды, получу с него 5 монеток. И все, в принципе. Хотя не, надо будет по-любому собрать... Понял, дефолт Марси будет здесь керри. Тут цветка, что необычно. Что я хотел? Что я хотел? О, Котл и ШД в 2 звезды. Сильно. Ох, мой сладкий дорогой, давай мне сюда свои денежки. Мне как раз их не хватало на усиление. Сюда. Давай. Хорош. Они ему лишние были. Ну вот согласитесь, они ему 100% были лишние. Они ему не подходили. Они даже не смотрелись на нем. У меня эти деньги намного лучше смотрятся, правильно? Я думаю, правильно. Особенно, когда я вот так вот инчу покупаю. Блин, на самом деле я не знаю, сколько я уже денег получил с этой инчи. Ребят, напишите в комменты, сколько раз я инчу апнул и сколько раз я получил с нее тупо денег. Ох, еще деньги. О, еще бабки. Чисто вечный генератор денег. Ладно, все, больше апать мы не можем. Сейчас, если бы не молния еще... О, Сларк сюда. Ладно. Можем еще. Я ж 5 монет получу с гоблина-убийцы. Я чуть не забыл. Все. Так, мне нужен еще один клевер. Надо в пивную пану закидывать, потому что Эмбер почему-то мне перестал приходить. А что, так можно было?
Это царские предметы. Кливер, дай мне, пожалуйста. Ладно, рок войны так рок войны. Он мне бесполезен, конечно, но пусть будет. Я, если честно, не очень-то и сильно хочу убирать сейчас Эмбера. И Агра я не хочу убирать, потому что это кусок мяса, это кусок танка. Ладно, короче, поставлю. Пусть у меня будет... Просто будет пусть сильнее стол, да? Кливер сейчас перекину в Эмбера, чуть не забыл за него. Пусть у меня будет просто сильнее стол. Правильно? Я думаю, правильно. Вот там нефритовый генерал в 2 звезды. У меня Эмбер. Ну, посмотрим, кто соберет в 3 звезды быстрее. Мне что-то кажется, что он будет на шаманах играть. А, кстати, у меня тут нахлебник еще один сверху. Тут вот он, убийца. Кстати, а вот он. Как же хорошо, что у меня есть жетон отступника, ребята. Как же хорошо, что у меня есть жетон отступника. Все, сейчас тупо план следующий. Нам тупо надо идти уровень. И я надеюсь, что мне сейчас упадет еще один Эмбер. Я надеюсь, что на 20-м раунде мне упадет либо Мамора, ну хотя бы намного лучше, чтобы не реликвия яиц упала. Упадет реликвия яиц, все. Собираем раннего Эмбера в 3 звезды. Вот мой план. Надежный, да, ребят? Миссия надежность. Ну, на первом месте, конечно, там огромный. Во-первых, он на винстрике. Но там ШД решает. Кстати, немного могу спойлера закинуть. Немного могу спойлера закинуть. А, это я на винстрике, сори, попутал. Попутал беса. Попутал немного я беса. Подумал, что это он на винстрике, прикиньте. Смотрю на него. Вижу свой винстрик и говорю, что это он на винстрике. Гений, непризнанный. Что хотел сказать? А, я хочу проспойлерить вам немножко следующий патч. Если вы вдруг думаете, что там понерфят ШД, то забудьте. Забудьте, ШД не понерфят. Вообще не понерфят. ШД останется точно таким же, как и был. Кстати, там чел Мамору заюзал. И по итогу Марси освободил. Тут, кстати, 2 человека будут играть на имбе. Только тут что-то почему-то он цветку закинул в Мамору. Интересно. Либо мискликнул, либо психанул. Одно из двух. Либо у него какой-то есть гениальный план. Надеюсь, что мне будет сейчас Эмбер приходить. Я надеюсь, что на 20-м раунде мне упадет реликвия яиц. Чтобы я мог просто нафармиться. Вдоволь. У Эмбера, знаете, есть какой неприятный баг. Он, когда использует свою способность, он иногда почему-то... Ну, он, когда летает по всем, он должен быть неуязвимым. То есть он должен быть в своей форме, вот это летающий, неуязвимый. Но есть какой-то баг неприятный. Спасибо, конечно, спасибо. И, кстати, деньги. Просто я не знаю, сколько я раз инчу продал уже. Так вот, у этого Эмбера есть неприятный баг в виде того, что он начинает, когда летать, он почему-то иногда может в своей форме остаться на месте. То есть он не станет бестелесным, грубо говоря, который летает, а он будет телесным на том месте, где и стоял раньше. И в это время ему могут напихивать по самое не хочу. И накидывать, соответственно, дебафы сверху. На самом деле это кринж. Это кринж, потому что такого быть не должно. Я сейчас, кстати, если что, поставил 3 разные панды. Может, так намного будет выше шанс. По крайней мере, я хочу на это надеяться. Ну, надежда умирает последней. Я до сих пор не могу понять механику корабля Кунки. Как он кидает свои корабли? У кого-то есть достоверная информация. Раньше я думал, что у него как у Сайленса Дизраптора. То есть он должен кидать в кучу. Это я раньше так думал. Потом, спустя некоторое время, я понял, что Саня, ты дурак, ты ничего не знаешь об этой игре. Ты вообще валенок. Ничего ты не знаешь. Сейчас я все предметы закину в убийцу Горна. Хотя не, наверное, Сларк. Две Марси, 2 человека на эльфах, 1 инсектоид, понимаю. Яйцо в 2 звезды, кстати, у молодого горячего. Угу. Кстати, кто оценил то, как я побрился? Красивый.
Ну, игривое настроение у меня сегодня. Игривое. Игривое. Хочется нести ахинею. Я несу радость. А вы? Оп, Мамора. Оп, пивная панда. Спасибо, спасибо. Абузи Мамору. Будет у меня 2 эмбера в 2 звезды. Ладно, на 20-м раунде, значит, получу реликвию яиц. Либо же, реально, бог рандома сейчас ко мне снизойдет. И он мне накидает столько этих эмберов, что я и с помощью Маморы, с помощью... Даже без помощи яиц смогу спокойно все делать. Кстати, мне не нравится, что там чел 9 убийц поставил. Это очень плохо. Для меня это очень-очень-очень и еще раз очень плохо. Предметы у него редкостного коричневого, редкой коричневой субстанции, но из-за того, что у него 9 убийц, мне будет тяжело. Он может ваншотнуть всех моих. У меня предметы гораздо лучше, чем у него, но из-за того, что у него 9 убийц, он будет посильнее сейчас меня, поэтому печалька. Печалька. Кстати, там парень почти эльф, это Марси в 3 звезды нашел. Ну пусть конкурируют, пусть конкурируют. По-любому кто-то один из них останется. По-любому. Тут как бы гадал к них. И, кстати, там чел 2 Марси собрал 2 звезды. Прикол. Забавно. Да. Короче, будет больно. Сейчас ко мне пришла Марси. Блин, надо 6 убийц. 100% надо. Хотя бы ставить 6 убийц. Чтобы я был намного посерьезнее. Потому что винстрик потерять как-то не очень хочется. Спасибо. Полезный. Ну, явно не бесполезный, но полезный. Ладно, короче, будем в 4 панды сидеть. Все, Фуриона продам, кстати. Он мне уже не нужен. Он свою цель выполнил. Так, Эмберов 2 звезды сюда. Вместо магической панды поставлю 2. А как мы можем поступить получше, если честно? Как мы можем поступить лучше? Можем ли как-то? Я думаю, никак мы не можем. Что-то как-то слишком легко идет игра. Какой-то подвох здесь 100% должен быть. Кстати, там чел на втором месте играет через 5 драконов и керри антимаг. Сильно. О, шаманчики. Ой-ой-ой, Кунга в 3 звезды. Ноп! Ой, хорошо. Как хорошо мы его ваншотнули. Кстати, приятный баф в следующем патче. Это то, что с помощью перчатки первого тира, во-первых, нельзя будет дубликаты цвет хавать. И нельзя будет перевоплощенных шаманов хавать. Это на самом деле очень приятный баф. Раньше это был лютый кринж. Сейчас это реально приятный баф. Кстати, яичко сюда. Это нам надо. Это мы оставим. Давай еще 2. А ну, вывали еще 2, пожалуйста. Мои не трожь. Мои нельзя. Мои святые. Некоторые люди не оценят лишение такого достоинства. Ого! Правда, один на лютом скилле, второй на половинку на скилле, потому что у того чувака куча денег еще осталось, типа, ну, сверху. Короче, там 2 Марси в 3 звезды, у одного деньги есть, у второго денег нет. Все. Вот что вам нужно знать. Скилл, скиллуха. Еще какая. Еще какая. Оп-оп-оп, чел пошел там аптечку юзать. Ай, 6 хп осталось, я думал. Да какой хитрец, дядя? Успокойся, какой хитрец? Нет. Хитрец мне не нужен. Идем в уровень. Мне на самом деле не эти убийцы понадобятся в конечном итоге. Но в любом случае надо идти дальше. О, там берсерк в 2 звезды, 2 мары. Ребятки, по-моему, сейчас у меня заберут винстрик. Я прям чувствую, что у меня заберут винстрик. На самом деле у него такого предмета, ну, редкостного, коричневого, ну, вот это редкой коричневой субстанции. Вот реально у него предметы вообще не очень. Но у меня чисто вынесется за 9 убийц, да? Нет, вообще другой чел. А это вообще на антимаге чел пришел. И он, кстати, меня вынес, да? Да, взрывать начал моих эмберов. Не трогай моих эмберов. А, ну... Блин, вот это вот плохо.
Ну, что ж. Помянем винстрик. Хорошо жить не начинали. И не стоит. Так, какой предмет я вообще хочу с третьего тира? На самом деле есть два предмета, которые я хочу с третьего тира. Даже три предмета. Дезолятор, драконий рог и мифриловый доспех. Мифриловый доспех чисто из-за того, что он дает ман-реген и скидывает с меня таргетный дебаф. То есть там, если кто-то такой умный найдется и кинет себе безоруж, там хекс или что-то подобное, то, соответственно, он это все пролюбит. А еще человек, кстати, на 6 мехах играет. Хьюстон, у нас могут появиться огромные проблемы в моменте. У него хоть и 8 хп, но если он сейчас хорошо все грамотно сделает, то будет торба. И, кстати, упал драконий рог. От него отказываться я не буду ни в коем случае. Нельзя, нельзя. И плащ-пальто, кстати, упал прикольный. Так что берем. Так, плащ-пальто мы отдаем сюда, Эмберу отдаем клевер. Ну, в принципе, ролить больше-то и нечего. На самом деле, пока у меня все хорошо. 6 убийца поставить не могу. Ну, могу, но я не хочу 2 эмберов убирать. Я хочу 2 эмберов оставить, ну, скажем так, визуально повысить себе шанс выпадения эмберов. Я на самом деле не знаю, чем больше у тебя пан стоит на столе, тем все-таки лучше. Хотя на самом деле я думаю, что лучше, если каждая пан... Я думаю, что... Как это работает? 100% это работает, если у тебя все панды разные. То есть каждая будет панда иметь свой шанс выпадения, точнее срабатывания синергии на панду. Короче, клевер еще один возьму. 2 мне мало, будет 3. Вот так вот сделаю. Все. Все. Вот, и каждая панда, она имеет свою вероятность срабатывать синергии панды. И то есть может присумонить мне фигурку. Но это только на разных, я 100% уверен. А работает ли это на дублирующих пандах? Вот это вот вопрос, кстати. Я думаю, что не работает на дублирующие панды, но 100% работает на разнообразные панды. Тут меня Марси уже начинает бить. Я возьму еще один клевер. У меня уже 67 хп. Алло, дядя, успокойтесь. Ты какая пивная панда? Алло. Уберите от меня эту пивную панду, пожалуйста. Зевс, кстати. Ну, Зевса уже там раскрыли. Ладно, Огр, прости, прощай. Я поставлю себе 6 убийц. Огр мне уже не нужен. Да, он мне, в принципе, и потом не нужен был. Наверное, знаете, что... Хотя не, Огр кусок мяса все-таки был хороший, который еще накидывал рефрешер на 2 мои фигуры. Короче, польза от него 100% была. А еще там классный тип. На 9 уровне нашел себе Омников 2 звезды. Зевса нашел себе сверху. Не знаю, как он это делает, но он это делает. О, там Дум с драконьим рогом. Это вообще торба. Это максимально неприятно. Да. Вроде круто то, что у меня есть. Ой, хорошо. Еще. Еще стан. Стан. Знаете, что мне кажется? Что нужно, чтобы урон с иллюзией эльфов был намного меньше. Потому что ну, реально как-то больно от них прилетает, на секундочку. Именно от иллюзий. $40 монет надо, и можно будет тогда выставить 9 убийц. Не, на самом деле у него жесткий стол, он на 9 уровне. Да посмотрите, какой... Я аж в моменте разучился разговаривать. Вы видели его стол? Чел чисто на 9 уровне ролится сидит. Серьезно? Да я так на 11 уровне не могу находить. Как он на 9. Ну да, ну в принципе, ну да. Какой бы ты скилловый ни был, всегда найдется тот, кто будет тебя фартовей. Ну или на каждого скилловичка найдется... найдется этот, как его там, блин, китаец либо вьетнамец. На каждого скилловичка
Мне нужен еще один эмбер, пожалуйста. Либо реликвия яиц сейчас на 30-м раунде, либо еще один эмбер. И все. О, а тут уже Сларк такой, более заряженный. Щитом 5-го тира. Жесткий там парень на первом месте. Ну, сильный. Он реально себе сильный стол на 9-м уровне находит. Слишком сильный стол. Я, кстати, сейчас Рики поставил таким образом, чтобы он всю ту кучу, которую он там поставил в правом верхнем углу экрана, закрывал. Но я буду рисковать. Я буду до Талова сидеть, пока не соберу Эмбра себе в 3 звезды. Ну, как до Талова. Сейчас, если мне не приходит реликвия яиц, то мы закончим на этом. Потому что я уверен, что я не доживу до того момента. Хотя у меня хп много. Может, доживу. Как хорошо, что Дум прилетает в другого Эмбера. Ну, это не помогает, конечно, мне, но... Хоть так. Больно. Не, на самом деле нужно вот этот вот урон с иллюзий понерфить немного. Слишком много прилетает с этих иллюзий. Слишком много. Так, на мобов я немного других героев ставлю. Реликвия яиц, либо же Эмбер. Быстрее. Мне нужно будет что-то против его дума придумать. Если так будет на постоянку твориться, то что мне будет прилетать дум. Хотя, а что придумать? Нужно будет Рики ставить. Нужно будет ставить грамотно Рики таким образом, чтобы его дум был под сайленсом и сидел, чилил, отдыхал. А Эмбер в это время летал по всему его столу и ваншотал его. Все, вот, гениальный план. Кстати, кто вдруг думает, почему я сейчас не ролюсь, я жду реликвию. Точнее, не ролюсь, а не иду в уровень. У меня была куча денег на реликвию. Да дай мне реликвию яиц, пожалуйста, не гоблина. Да и... Какой танец с бубном мне еще придумать? Какой велосипед мне нужно изобрести, чтобы мне пришел еще один Эмбер сейчас? Вот какой? Вот как ему Омник в 2 звезды приходит с легендарными фигурами. Вот, пожалуйста, я тоже так хочу. Как же я не хочу жетон отступника скипать. Ладно, поехали. Агоним классная вещь. И щит 5-го тира тоже классная вещь. Против кучи дебафов будет, но нет. Ладно, маска 5-го тира, так маска 5-го тира. Пойдет. Под пенным пойдет. Знаете, почему я так сделал? Я вообще хотел найти себе перчатку 5-го тира на чистый урон. Универсальный предмет, максимально хороший предмет. Всем советую. Когда играете на убийцах, я всем советую искать перчатку 5-го тира, когда у вас есть темпларка, либо же такого вот эмбра, как у меня сейчас и тому подобное. Слишком сильный этот предмет, слишком сильный. Просто ваншотать все и вся и постоянно иметь 100% крит с первой тычки, это прям то, что доктор прописал. Кстати, убийца гуляй. Убийца гуляет, отлично. Отлично. Самый главный нытик авточес. Все. И горн. И ставлю горн на агр. Поехали. Блин, у меня есть миллиард этих клеверов, но мне сейчас их некуда тупо деть. Куда мне эти клеверы деть? Ну, сейчас пока они просто будут у меня на память. Так, остался против меня эльф. И остался против меня маг-дракон, который играет на антимаге по итогу. Квапы в этой игре нет. Темпларки в этой игре нет. Значит, мы кого будем собирать? Тайда на всякий случай. И я думаю, что придется, наверное, Омника собирать, чтобы вдруг чего скидывать в себя все дебафы. Так вот, вражеский дум. О, полетели. Ой, как хорошо. Он не в меня кастанул дум. Не в Эмбера. Просто красавчик. Тут щит... Ой-ой-ой. То, что здесь щит 5-го тира, так... Ладно, плевать.
Не, на самом деле это жестко, то, что у нее есть щит 5-го тира, это могут для меня быть огромные проблемы. Он меня может тупо ваншотнуть. Моим же уроном он тупо может меня ваншотнуть. Так, от Гриттера я откажусь. Надеюсь, что с 35-го раунда мне упадет либо БКБ. Хотя не, на БКБ я не хочу. Хотя и БКБ классная тема. Ну, кого мы можем заблокировать? Чтобы мне приходили там нормально убийцы. Тут 2. А больше это и блокировать нечего, по факту, если честно. Я, наверное, инсеков заблокирую, потому что там есть 2 фиолетовые фигуры. Никс у меня уже в 2 звезды есть, поэтому мне не нужно никого больше собирать. Ну, Скорпиона я скипну по итогу. Да ты угораешь! Да ты угораешь просто, серьезно? Знаете, почему я в шоке? Да я думаю, вы прекрасно знаете, почему я в шоке. Я в шоке чисто из-за того, что чел на 9 уровне, во-первых, столько нашел легендарных фигур, так он еще и антимагов 3 звезды собрал. И все это на 9 уровне, просто задумайтесь. На 9 уровне. Сказать, что это пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип, это все равно, что ничего не сказать. Скилл дай только. Не, ну я тоже красавчик, я тоже такой, ну, на скиллухе. Сразу видно, на скилле. Видно же? Я думаю, видно. Я 100% на скилле катаю. Ну, будет нелегко. Ну ладно, ну ладно. Что ж. Упс. Ноп. Жить, жить. Хорошо. Кстати, на Дума там Сайленс полетел, но он тоже его ваншотнул. Ха-ха. Минус 25 сюда, сладкий, сюда. Рики имба. Надо найти несколько таких Рики. Хочу несколько таких Рики. Рики имба. Ну и Гор Нагар я все-таки хочу тоже, потому что, ну... Димах в 3 звезды. Стол у него, конечно, шедевральный. Короче, что хочу Рики найти. Мне нужно будет, друг чего, 2 Рики поставить. 2 Рики будет накидывать Сайленс по огромной области. Соответственно, будут затыкать как Омника, так и всех остальных. Хотя мне Егор Нагар на самом деле отлично заходит. Я даже не знаю. Гор Нагар мы 100% оставим. Все-таки там есть антимаг. И этот антимаг, если к Горну на Агар пристанет, то все, его ж не отлепить будет. Может, там его будет вечно пытаться фармить, а в это время буду фармить его я. Вот смотрите, я как Ванга в воду буду глядеть сейчас. Мне самое главное, это чтобы мне сейчас БКБ упало. Либо мифриловый доспех, чтобы просто себе скидывать дебафы всякие. Самый главный дебаф это обезруж. Иду. Короче. Башер, боже. Башер классная тема, но... Классная перчатка мне упала, вопросов не имею. Мне надо мартретку собрать в 3 звезды. Короче, мне кого-то нужно собрать будет сейчас в 3 звезды. Вот так вот, кстати, сейчас делаю. Мне надо от Дума спасаться. Дум для меня сейчас это такая огромная заноза в 5-й точке. Сейчас буду пытаться его закрывать Рики. Кстати, сейчас посмотрите, сколько урона у меня будет под этой перчаткой. Просто, вот, просто наблюдайте. Я сейчас, кстати, если что, поставил с Ларкой Рики под вражеского антимага, чтобы антимаг немножечко не балдел от жизни. Чтобы он просто... Ну, вы поняли, что он должен сделать от жизни. Так, вот антимаг, он прыгает куда? К Сларку. Отлично, красавчик. Башер, конечно, получил у меня. 9000 урона. Красота. Что такое антимаг? А что такое? Эльф вылетел.
Мне жить становится проще. Ай, красота какая. Неописуемая. Что я хочу из предметов 5-го тира? Рапира, криты, ну и бессмертие. Блин, у него столько предметов на контроль. И обезоружь, и башер. Да. Ладно. Хилимся, живем. Хилимся, живем. Надо, наверное, омника будет находить, чтобы скидывать себя безоружь. Сейчас надо будет... Самое главное, это не провтыкать с расстановкой. Отлично. Он даже не меняет антимага. Вы прикиньте, насколько челу просто плевать на все. Он тупо не меняет даже расстановку на антимага. Гений. Кстати, Горн не имба. Горн не имба. Боже, там... Какая же Горн имба. Прям... Вы говорили, как законтрить антимага. Ребят, вот. Показываю, без смс и регистраций. Можно, в принципе, и на мужика сейчас сыграть. Блин, я бы хотел маску 5-го тира рольнуть, но это просто плюс хпшку дает мне. Не хочу, короче, ролить. Сейчас самое главное, что я говорю, что просто не прозевать расстановку, когда он будет свою антимага перекидывать. А челу просто плевать, он даже не пытается антимага перекидывать куда-либо. Прикиньте. Прикиньте, насколько челу плевать. Единственное, что он переложил, это блинк. Но это ультра гений. Это просто... Боже. Да. Жестко. Арчит. 2 щита 5-го тира. Сочувствую. Но мне тоже немного не фартануло. Тут у него еще и дизраптор был. Неплохие предметы у второй Марсе. Но не повезло. Ну, это вообще лютый тип. Он на 9-м уровне собрал себе, смотрите, умника, Зевса, антимага. Я почему в таком шоке-то сижу? Не из-за того, что, знаете, там типа проявление скилла. Не, ладно, из-за того, что проявление скилла. Проявление скилла, потому что, ну, у меня столько было игр, когда я взял себе 11 уровень, и на 11 уровне у меня было максимальный шанс выпадения легендарной фигуры 9%. Мне тупо легендарки не шли. Нужные легендарки мне тупо не шли. Даже я блокировал 3 легендарные фигуры. Тупо, ну, не шло. Я не знаю, с чем это связано, но мне не шло, и все. Вот не шли нужные легендарки, и все. Мне приходило все что угодно, но не пришли нужные легендарки. Мне нужно 2 легендарные фигуры оттуда было. Но они мне не шли. На 11 уровне. А тут чел просто на 9 уровне. На тебе антимага, на тебе омника, на тебе зевса. Я там еще троллей подостаю. Короче, скилловый парень. Ну, я тоже скилловый. Я Эмбера достал в 3 звезды. Красота. Не, красивая игра, очень красивая. Но в конце прям я так, знаете, ну, понервничал. Заставил меня понервничать, потому что, ну, больно как-то было, больно. Но Горн порешал. Порешал все вопросы. В общем, ребята, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк и подписаться на мой телеграм-канал. Обязательно. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.